Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала! Вас приветствует бабушка Сонбо в своем уголке волшебных сказок и удивительных историй. Присаживайтесь и послушайте продолжение сказки «Шалости маленькой Фифи». Фифи летела красиво, гордо и даже немного по инструкции. Сначала пыльца, а потом сама вежливость. Ее голова уже рисовала, как ее встретит это капризное государство. Она представила, как в главном зале будет накрыт стол, и все ждут ее появления. И тут шлеп! Фифи приземлилась в королевстве кулинария, прямо по центру пирога, который охлаждался на подоконнике замковой кухни. «О, удобно! Мягко села», — подумала фея. Она сидела посреди румяной курочки, как королева на троне, и реальность была совсем другой. Королевского приема не случилось. Никто не вышел ее встречать. Ни фанфар, ни даже воздушного шарика с надписью «Добро пожаловать, феечка». Только скучный стражник у дверей, который буркнул: «Опять! Прошлое испортило нам вишневый компот. Вы врезались в праздничный пирог». Фифи обиделась. Сложив руки на груди, она села поудобней, дернула плечиком, и с головы посыпалась сахарная пудра. «Эй, ау!» – пробормотала она, опускаясь с пирога. «Где ваша вежливость? Я вообще-то важная персона и могу превратить вас в...» Она полезла в сумочку, нащупала флакончик и остановилась. «Хотя нет, не буду я на вас тратить свой волшебный инструментарий». Взмахнула крылышками и, исчезая, сказала: «Погодите, голубчики, еще увидите, на кого посмели бурчать. Королевская кухня – это целый мир. В котлах булькает, повара ругаются, мыши подписывают петиции на право на кусочек сыра или крошек, упавших со стола. Фифи решила пробраться сюда ночью. Наступила ночь. В королевскую кухню влетела Фифи. На полу спал повар, обняв мешок картошки. Другой спал, прислонившись к бочке с квашеной капустой, тихо похрапывая. И только одна парящая искорка шмыгала среди полок. Фифи была вся в деле. С фонариком из светлячка она зависла над банками с надписями: сахар, соль, перец, мука, ваниль. Поставив фонарь на полку, она потерла руки. «Ну, начнем?» И тут началась магия. «Так, тут у них сахар, а вот это соль. Будет весело», – произнесла Фифи и сознательно перепутала все. Даже молотую сладкую паприку поменяла с горьким чили. В кувшинах с молоком был напиток смеха, а вместо меда карамельная грусть, найденная на складе списанных эмоций. Утро обещало быть интересным. Оно началось торжественно. В королевской трапезной все сияло. В
В центре сидел король. «Чай!» – скомандовал он. Повар, ничего не подозревая, налил из пузатого чайника ароматного чая с очень интересным вкусом. Король отпил. Брови дрогнули, губы сложились трубочкой. «Кто посолил мне чай?» – грозно спросил он. «Это утренний экспромт. В одной экзотической стране чай пьют с солью, Ваше Величество!» Спасал ситуацию повар, чтобы ему не отрубили голову. Королева сделала глоток кофе и на мгновение застыла. Придворные напряглись. А потом ее глаза закрылись от наслаждения. «Божественно!» – произнесла она и громко захохотала. «Как же это сочетается! Этот кофе, этот стул!» – сквозь смех произнесла королева. Фифи сидела в дальнем углу трапезной и все записывала в свою книгу случайных последствий. Она делала заметки. Завтрак испорчен. Эмоции разбужены. Королева та еще гурман. Никто сильно не пострадал. Уже успех. И только один человек в зале понял, что здесь завелась фея. Это была старшая посудомойка, с глазами, как у рассерженного быка, и чутьем на магию. «Хм», — сказала она, — «это только начало. Готовьтесь, господа, суп скоро будет танцевать». В тот вечер во дворце проходил большой королевский бал в честь принца Армана III, который был красив, как картинка, но пустоват, как скорлупа. «Сегодня, — сказала королева, — ты должен найти себе невесту». «Я уже нашел, — воскликнул принц. И у нее было нежное лицо, сияющие глаза, и она убегала так быстро, что я не успел узнать ее имени». «Ну, хоть что-то, — вздохнула королева. — Главное, что ты ее видел». А в это время в полумраке балконов шныряла Фифи, не забывая записывать: «Бал, принц, невеста ускользнула». Скучный шаблон, надо срочно подправить. Фея заметила, что Золушка потеряла изящную туфельку, сверкающую, как утренний иней. Фифи улыбнулась. «Слишком предсказуемо. Хрусталь — это для зануд». Она вытащила из своей сумки огромный башмак 47-го размера, заранее зачарованный на сцену высокой драмы и социального шока. Фифи аккуратно подменила его, оставив вместо туфельки огромный ботинок с запиской. «Кому он будет впору, за того я выйду замуж». Утро следующего дня было историческим. В зале воцарилась торжественная тишина. Слуга с важным видом внес поднос, укрытый белоснежной салфеткой. Все затаили дыхание. Вот она, разгадка бальной ночи. Король медленно подошел, принц наклонился ближе, и тишина. Король сорвал салфетку, на подносе стоял огромный башмак
с запиской. «Принц, где же туфелька?» Я думал, она была в туфельках». Принц держал башмак, как чугунный утюг. Королевский глашатай заорал в трубу: «Внимание! По дворцу объявлена примерка. Кому ботинок будет впору, тот и будет женихом». Дальше было что-то не поддающееся описанию. Придворные, повара, стража и даже королевский астролог стоял в очереди к башмаку. Примеряли, совали, натягивали. Один паж застрял в башмаке целиком, а другой заплакал. А король влез случайно. Башмак сидел на ноге, как влитой. «Ну, — сказал он, — это была не моя жизнь, что я планировал. Но что поделаешь? Где моя фата?» А Фи-Фи хохотала в зале, усевшись на люстре, и записывала в книгу. Примерка пошла не по плану. Король оказался гибким. Я великолепна. После башмакового переполоха во дворце воцарилась напряженная тишина. Все боялись, что теперь им придется выдать замуж короля. А это, как говорили древние трактаты, не способствовало стабильной политике. Фи-Фи тем временем отправилась в замковый погреб, где хранились напитки для королевского банкета. Она открыла свою волшебную сумку, достала пузырьки и радостно произнесла: «А теперь пора освежить вкус общения». В ход пошли порошок смеха, добавленный в лимонад, капли вдохновения, подмешанные в вино, и, главное, пыльца поэзии, которую фея просто растрясла по всему залу, будто это сахарная пудра на пирожные. И началось. Тихо, незаметно, как дождик. Наступило утро, и всем в голову одновременно стукнуло рифмованное сознание. Король встал и произнес: «Ох, горе мне, друзья и прочие народы! В башмак влезал, не знал я непогоды. Теперь венчаться нужно. С кем? С солдатом? С балериной? Я лишь хотела омлет, не свадьбу с половиной». Королева откинулась на трон и затянула: «Йоу, я королева? Да, я не шучу. И не шучу я зря. Сказала «да» тому, кто влез. Но кто же чай солил? Наверное, бес». Принц попытался сохранять спокойствие, но из его рта слова выскочили сами. Туфелька ушла, я в кризисе дня, король одет мне в тон, ботинок метит в трон. Даже повар говорил в рифму: «Кто кашу поперчил? И яйца, как камень. Кто подменил рецепты? Не блюдо, а срамень». А в дальнем углу, как всегда, сидела Фи-Фи, смеялась и писала свою тетрадку под заголовками: «Непреднамеренное возвышение лексики. Речь изменена. Эмоции неадекватны. Стихи можно сдавать на фестиваль.
я все еще великолепна. Но в дверях уже появилась та самая старшая посудомойка, и в ее взгляде читалась мысль: «Фея, ты думаешь, это без последствий? Ой, сейчас будет!» Посудомойка появилась в зале, как грозная туча. У нее в руках был половник, который знал все о каждой капле кухни за последние 100 лет. Она прошла сквозь толпу хохочущих аристократов, мимо рэпующей королевы, проскользнула под столом и бац! Вытащила Фифи за ухо. «Ах, вот ты где, маленькая пакость с крыльями!» процедила посудомойка. Фифи скорчила лицо. «Это вообще-то ухо учебной важности. Я же на стажировке». «На стажировке?» – прищурилась женщина. «Ты устроила поэтическую революцию, бал превратила в театр абсурда, подменила туфельку, а теперь замок готовится к свадьбе с непредсказуемым финалом». Фифи, опустив голову, сказала: «Ну, с точки зрения последствий, все весьма впечатляюще». Невинно пискнула Фифи, быстро делая новую запись в книге. «Вычислено, ухо пострадало, педагогический момент». Тем временем в замке начался второй виток истории. Принц писал оды башмаку. Король объявил, что будет издавать сборник стихов. Королева потребовала, чтобы в программе бала на следующий год был рэп-дебат между кандидатками в невесты. И тут появился волшебный почтовый шар, который шлепнулся прямо перед посудомойкой. Из шара вылетел голос директрисы Милдред. «Фифи, отчет получен. Результаты противоречивые, но факт остается фактом. Все ключевые параметры изменены, эмоции вскрыты, последствий больше, чем в лабораторной практике за 3 года». «И это?» — воскликнула Фифи с надеждой. «Значит?» «Это значит, — вздохнула директриса, — что ты прошла экзамен». Фифи застыла. Посудомойка отпустила ухо. Король на ходу сочинил куплет. «Вот это номер! Вот успех! Она фея! И пусть живет у всех!» Фифи засмеялась и сразу же упала в салат, потому что от волнения забыла, как пользоваться крыльями. Позже, когда все немного успокоилось, Фифи сидела в королевском саду, листала свою книгу случайных последствий и улыбалась. На последней странице она написала: «Итог. Пакости – это не всегда плохо. Главное – записывать вовремя и улыбаться». Мои дорогие, эту историю я написала спонтанно, после того, как увидела бабочку, летающую у меня на кухне. Поставьте лайк, подписывайтесь на канал и приходите еще. Я всегда рада вам.